У нас был план поехать в Ивуар, но каждый раз поездка откладывалась на неопределенный срок. А ведь хотелось сюда попасть именно в туристический сезон, когда город раскрывается во всей своей красе, цветочные улицы, оживленные площади и вайб прибрежной деревушки. И вот, наконец, мы здесь, на берегу Женевского озера. Что скрывает эта жемчужина Франции? Сейчас узнаем. Я, конечно, слишком тепло оделся для сегодняшнего дня. Недооценил 24 градуса. Думал, будет прохладнее. Все-таки красивая деревня Ивуар. Помнишь, мы давно хотели сюда попасть? И как раз наконец-то добрались. Хорошо, что сейчас еще сезон туристический не окончен. Хорошая погода. И как раз идеальный момент, чтобы посетить эту деревню. Да, народу прилично. Не так много, как в летний сезон, но как раз можно спокойно пройтись, прогуляться, ознакомиться с городом. Да, чем мы сейчас и займемся. Да, у них такая вот архитектура специфичная для Савойского региона. Очень похожа на православную церковь, но нет, это не православная церковь. По приезду в город первое, что бросается в глаза, это цветы. Огромное количество цветов. Их здесь много, и они повсюду. На балконах, на окнах, магазины украшены цветами просто везде. Меня тут пчелка за нос не тяпнет. Если у вас аллергия на цветы, то здесь просто обчихаетесь. Вход в город проходит через ворота XIV века. Такие же есть и с западной стороны города. Они были построены как часть укрепления средневекового Ивуара. Красота, очень красивая. Такая деревушка. Казалось бы, все деревни во Франции одинаковые, но все равно в ней есть что-то такое особенное, что ее отличает от остальных деревень. После того, как мы переступаем порог, внимание сразу привлекают дома внутри города. Каждое строение словно сохраняет дух средневековой Франции, а яркие цветочные акценты делают город живым и радостным. Да, не просто так Ивуар называют цветочным городом. Ты обратила внимание, то, что повсюду растут цветы? Наверное, это самая цветочная деревня во Франции. Здесь, оказывается, продают шоколад. Давай зайдем посмотрим. Очень прикольная презентация такая. Шоколад в баночке. Написано «Швейцарская мечта». Швейцарский шоколад. 100 грамм. Да, очень много шоколада. Как раз рядом Швейцария. Наверняка это швейцарский шоколад. Очень красивое оформление такое. Какой выбрать? Все шоколадки такие красивые. Может быть, попробуем шоколадку с перцем? Да. Розовый перец. Никогда такую не пробовал. Как раз будет возможность попробовать. Можно? Давай. По поводу шоколадки. Я ее уже попробовал дома и скажу так. Шоколад с перцем – это не мое. Вообще, Ивуар можно обойти всего за 20 минут. Но в туристический сезон трудно пройти мимо всех этих уютных магазинчиков, галерей и сувенирных лавок, которые делают прогулку по городу особенно живой и атмосферной. Написано, что ее нельзя трогать руками. Такая интровертка. Ça, c'est comme le bouchon de bouteille de vin, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est imperméable. Après, c'est réglable? Oui, c'est réglable. Да, это кепки, которые делают из материала, из которых изготавливают пробки для бутылок вина. Спасибо. Все? Ковбой?
это я носил. Вот такие вот шляпы. У меня такая же есть. Прямо похоже. Вот теперь перешел на кепки. Ну, что у вас с головой? Да? Семен. О, отлично. Осталось только купить лодку. Шляпа есть, осталось купить лодку, и можно отправляться в плавание. Слушай, мне нравится прям. Очень классно. Над городом и озером каждые 5 минут пролетают самолеты, причем довольно низко. Это связано с близким расположением аэропорта Женевы. Их регулярные пролеты становятся частью городской атмосферы, напоминая, что Ивуар живет на пересечении спокойствия средневековой жизни и современного ритма. Видишь, как часто здесь самолеты летают? Вот что значит Женева рядом. На берегу Женевского озера возвышается замок Ивуар, построенный в XIV веке. В XVII веке он перешел во владение семьи Бувье, и с тех пор здесь живут их потомки. Замок закрыт для посещения, но его величественные стены и башни хорошо видны с разных точек города, добавляя прогулке атмосферу истории и средневековой магии. Многие улочки Ивуара приводят прямо к озеру, и именно здесь открываются самые красивые виды. Спокойная гладь лимана уходит к горизонту, а вдали виднеются очертания гор. С утра солнце мягко пригревало, волны тихо плескались у берега. Стоишь на этом месте, смотришь на воду, слушаешь ее ритм и чувствуешь, как уходит стресс. Озеро словно наполняет тебя тишиной и энергией, а душа отдыхает и дышит свободно. На берегу озера всегда многолюдно. Кто-то сидит с альбомом и делает зарисовки пейзажей, а кто-то выходит на воду с веслом, катаясь на сабборде. Все это создает особую атмосферу. Здесь каждый находит свой способ быть рядом с озером и почувствовать его спокойную энергию. Вода очень хорошая, даже не очень холодная, теплая, очень хорошо для купания. А вы знали, что именно на берегах лимана в 1816 году английская писательница Мэри Шелли придумала сюжет Франкенштейна? В книге многие события действительно происходят у берегов Женевского озера, так что это место – настоящий культурный магнит. Завершая наше путешествие по Ивуару, нас ожидала прогулка по озеру на лодке. Но перед отправлением мы еще раз прогулялись по набережной порта. Здесь особенно чувствуется атмосфера города. Яхты, лодки, рестораны с пиратами и, конечно же, множество цветов, украшающих набережную и лодочный причал. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Где у него тут спрятана карта сокровищ? Город просто усыпан цветами. Не зря он имеет награду Виль-Флюри. То есть по 4-бальной системе Ивуар получает 4 цветочка в конкурсе Виль-Флюри. Так называется, цветочный город. Да, кстати, 4 цветка это означает не только то, что город озеленен и здесь растут много цветов, но также то, что здесь благоприятная экология. И сами жители города вовлечены в облагораживание его. Поэтому у них и 4 цветка. Но я бы дал все 5. Наверное, после Анси, даже перед Анси, на первом месте этот город. Анси не такой цветочный, как Ивуар. Это звание получают только самые зеленые и цветущие города страны. А дальше время отправляться в плавание. С лодки открываются новые виды на город и замок, отражающиеся в воде. Когда-то Ивуар был настоящим рыбацким городом. Рыбалка долгое время оставалась главным занятием его жителей. Сегодня от этой традиции
Остался лишь один профессиональный рыбак, который продолжает хранить связь города с озером и его историей. Лиман – самое большое озеро Альп и одно из крупнейших озер в Европе. Его протяженность почти 73 километра, а глубина достигает более 300 метров в некоторых местах. Интересно, что озеро делит сразу две страны. Около 60% принадлежит Швейцарии, а 40% Франции. И между ними постоянно курсируют живописные паромы. За полчаса вы уже по другую сторону границы. Вот мы и прогулялись по деревне Ивуар. Надеюсь, вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И большая просьба, проверьте свои лайки. Почему-то на последних двух видео они пропадают. Постарайтесь поставить лайк после 30 секунды. Это очень важно. Буду вам очень благодарен.